Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушке из серии военная техника, а именно гусеничному вездеходу, который производился на Тульском патронном заводе. Точную дату начала производства этой игрушки установить не так просто, но известно, что игрушки серии военная техника начали производиться в 1967 году. Также известно, что перестали их производить в 1995 году. Прообразом для этой модели послужил реальный советский гусеничный транспортер-снегоболотоход ГТС. Транспортер ГАЗ-47 представлял собой снегоболотоходную гусеничную машину и предназначался для применения в особо тяжелых дорожных и климатических условиях, для перевозки людей и грузов, буксировки прицепов, при проведении геолого-разведочных изысканий, при строительстве и обслуживании нефтегазопроводов, линий электропередач и связи, проведении поисковых и аварийно-спасательных работ и других потребностей армии и народного хозяйства. К особенностям компоновки вездехода ГАЗ-47 относятся переднее расположение моторного отделения вместе с агрегатами трансмиссии, а также переднее расположение ведущих колес. ГАЗ-47 имел сварной цельнометаллический корпус, состоящий из моторного отделения, закрытой двухдверной кабины и открытой грузовой платформы со съемным тентом. Транспортер выпускался на Горьковском автозаводе с 1954 по 1964 годы. Игрушка-вездеход выпускалась под номером 10 серии военная техника. Сделана эта игрушка полностью из металла и красилась оружейной краской, так как производилась она в литейном цехе патронного завода. Пластиковыми деталями у него являются только колеса и на поздних вариантах еще и днище. Хотя это установка из металла, но все-таки имеет свои слабые места. Чаще всего отламывается у него фаркоп и на гусеничных вариантах теряются резиновые гусеницы. Эта игрушка, как и другие из серии военная техника, в процессе производства менялась в некоторых деталях, которые обусловлены какими-то технологическими изменениями и потребностями. Отличия могут быть в надписях на днище, в материале изготовления днища, в наличии гусениц, подкрашивании деталей и тому подобных мелочах, которые истинным коллекционерам всегда очень интересны. Самые ранние модели, фотографии которых мне удалось найти, были с гладким металлическим днищем, на котором не было клейма завода и цены. Заклепки на днище по форме более выпуклые, чем в более поздних моделях, и одна была большая. Самые ранние модели делали на резиновых подвижных гусеницах. Отличительной особенностью ранних вездеходов является фаркоп, который сделан в виде пластинчатого крюка. Позже фаркоп начинает отливать единой деталью с корпусом. Фары подкрашивались белой краской. Вездеход с металлическим днищем имел несколько разновидностей. Сначала появилась разновидность с пустой рамкой. Затем в этой рамке стали ставить цену 1 рубль 20 копеек, а потом добавился еще и логотип завода. Также есть вариант вездехода с металлическим днищем, но уже не на резиновых гусеницах, а на колесах. Этот вариант встречается нечасто, так как является переходным. Скорее всего, из-за технологических сложностей, а может быть для удешевления, позже днище стали делать из пластика. Сначала на пластиковых днищах была и цена, и логотип. Затем с пластикового днища пропала цена, но логотип еще присутствовал. На самых поздних моделях 90-х годов с пластикового днища пропадает логотип. На самых поздних вездеходах не подкрашивались фары белой краской. Стоит отметить, что гусеницы на вездеходах пластиковым днищем встречаются не очень часто. Других явных отличий между ранними и поздними моделями практически нет. Если и встречаются какие-то, то они в основном связаны с особенностями литья. Например, как в ранних, так и поздних моделях может встречаться на кабине сверху разная форма люков. На одних есть круглые углубления, а на других они отсутствуют. То же самое встречается и с углублениями на скамейках в кузове. Но это нельзя приписать каким-то периодам или редкостям, просто невысокое качество отливки, обработки и покраски. Подобная игрушка производилась силами Запорожского трансформаторного завода, но отличалась она прежде всего логотипом на днище. Все остальное очень похоже, но все-таки разница видна в некоторых деталях и форме кузова. В моей небольшой коллекции вариант вездехода на гусеницах и с пластиковым днищем, на котором есть цена и логотип. Коробок к этой игрушке, судя по всему, было несколько разных вариантов, которые отличались по дизайну, цвету и надписям.
В составе наборов автомобиль размещался просто в общей коробке в выделенном ему месте в пенопласте. Если вам интересны игрушки серии «Военная техника», то на моем канале есть еще обзоры по этой тематике. Переходите по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!